Орбан не троянский конь Путина. Резкий ответ Будапешта и почему премьер Венгрии внезапно заговорил о слабости России, вспомнил о капитуляции. Атака РФ на базы США и всего НАТО. Российские буревестники, орешник под увеличительным стеклом натовских аналитиков. Что идет не так? Окружение с 3 сторон и дальнейшее продвижение на фронте. На Западе заявляют о поражении. Ответ Путина Западу. О чем речь? Киев идет на уступки. Отказ от территории. Разведка раскрывает детали о решении Зеленского. Кто бросил ему вызов? Беспрецедентная сделка, чтобы остановить вторжение. Скандал из-за языка котов во Львове. Реакция Москвы и почему женщины все чаще выбирают жизнь в одиночестве. Данные нового исследования. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Орбан не троянский конь Путина. Премьер-министр Венгрии считает примитивными подобные высказывания о нем и уверяет, просто нелепо думать, что Россия нападет на Евросоюз или НАТО. Об этом он заявил в эфире немецкого подкаста MD Meets. По словам Орбана, по численности населения ЕС существенно превосходит Россию, а это уже сила. Также глава правительства Венгрии напомнил, что ВВП Европейского Союза стремительно растет, а Россия в упадке. Если объединить военные возможности 27 стран ЕС, говорит Орбан, получится армия гораздо мощнее российской. Однако Орбан против того, чтобы общими усилиями заставить Кремль капитулировать, потому что последствия будут катастрофическими. Но если ядерная держава проигрывает обычную войну, я абсолютно уверен. О какой бы стране мы ни говорили, ядерный риск возникает немедленно. Поэтому мой аргумент – не эскалируйте, не демонстрируйте свою силу на передовой. Именно это и утверждают немцы, призывая демонстрировать большую силу на фронте. Нет, 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 не делайте этого. Я хочу сказать, что эскалация и Третья мировая война – это риск. Мы должны демонстрировать свою силу за столом переговоров, а не на линии фронта. Спотыкающийся Мерц стремительно теряет доверие немцев. Канцлер, обещавший оживить умирающую экономику и восстановить заброшенную инфраструктуру Германии, может потерять свой пост до окончания срока полномочий. Об этом сообщает Bloomberg. Неспособность Мерца решить многие из ключевых вопросов, говорится в материале, не только дала стимул крайне правым партиям, таким как «Альтернатива для Германии», но и вызвала спекуляции о том, что правительство Мерца может постичь та же участь, что и кабинет его предшественника Шольца. По мнению Bloomberg, решающим станет следующий год, когда в силу вступят еще больше экономических мер правительства Мерца и компании, а также простые немцы начнут ощущать эффект этих реформ. Пока что рейтинг Мерца продолжает снижаться. Согласно недавнему опросу канала RTL, только 16% немцев хотят видеть Мерца, которому недавно исполнилось 70 лет, кандидатом на следующих федеральных выборах, а его двухпартийная коалиция парализована внутренними конфликтами и соперничеством. Немецкие акции, которые росли на волне его прихода к власти, с лета остаются без существенных изменений. Атака РФ на базы США и всего Альянса. Буревестникам или орешникам в НАТО заговорили об опасности и тревоге из-за появления у Москвы нового оружия. Немецкое издание Welt, ссылаясь на секретный документ Североатлантического альянса, пишет, что натовские аналитики сейчас усиленно анализируют новое оружие ядерных сил России. В частности, речь идет о ракете «Буревестник», которую недавно тестировали в РФ. И по данным НАТО, скорость ракеты превышает 900 км в час. Она высокоманевренная и имеет большую дальность и может запускаться с мобильных установок. Через 2-3 года «Буревестник» будет полностью готов к применению, говорят эксперты. И у НАТО появится новая проблема. Вторая проблема, пишет Welt, это орешник. Западных военных аналитиков тревожит ее дальность до 5500 километров и возможность оснащения боевой части различным оружием, включая ядерное. А значит, орешник способен ударить по военным базам Запада, в том числе и США. Еще одной проблемой для НАТО, по данным документа, являются подводные лодки типа «Посейдон», которые, как ожидается, будут готовы к боевому использованию к 2030 году. У них, по данным документа, экстремальная дальность, и они, вероятно, предназначены для разрушения морских баз, портов и прибрежных городов в Тихом океане, на восточном побережье США, в Великобритании и Франции. Лодки трудно обнаружить и атаковать в глубокой воде. В документе делается тревожное предупреждение. У НАТО не хватает противолодочных торпед с необходимой скоростью и дальностью для борьбы с подводными лодками «Посейдон».
Окружение с 3 сторон и дальнейшее продвижение в городе. Покровск фактически пал перед российскими войсками. Об этом пишет издание The Times. Битва за город длится уже 1,5 года, уточняют авторы. На Западе говорят о поражении Киева в контексте потери города. Однако не следует считать эту потерю как то, что станет решающим поворотом в этой войне, говорится в материале. The Times пишет: для Путина Покровск не только военная цель, но и политический сигнал Вашингтону. Он рассчитывает, что эта победа укрепит его позиции перед Трампом. В частности, Кремль сейчас ведет войну не только против Украины, но и параллельно борьбу за волевое превосходство над американским президентом. Путин ответил Западу, говорится в материале. Послание американскому президенту, который, как известно, предпочитает поддерживать победителей, таково: выигрывает Москва, а не Киев. Может показаться невозможным, что Зеленского можно заставить принять тот тип мирного соглашения, который, по всей видимости, предпочел бы Трамп, но Путин, кажется, надеется, что если он сможет заручиться помощью США, то украинцы отдадут ему города-крепости, вместо того, чтобы ему пришлось за них сражаться. В публикации также говорится, что сейчас горькая правда заключается в том, что у украинцев недостаточно солдат, чтобы закрыть каждую уязвимую точку на линии фронта. Сыграли свою роль сейчас и погодные условия. Туман мешал украинским дронам, тогда как российское численное превосходство в таких условиях становится особенно заметным. Усилить военное давление на Россию призвал Запад президент Финляндии Александр Стуб. Он дал большое интервью, в котором говорил и о том, что перспективы прекращения огня в этом году туманны, и о том, как Европа вооружается, и о том, что Украине надо дать то, что в состоянии дать ей западные партнеры. Речь не только о финансировании вооружения, но и передаче этого вооружения. Стуб уверен, надо жертвовать. При этом президент соседней с Россией страны решил раскритиковать Путина. Он провел параллели со Сталиным и указал, что у Сталина были успехи за 4 года войны, вспомнив о походе на Берлин во Второй мировой войне. И нужно задать себе вопрос: ради чего? Во Второй мировой войне Сталин оказался в Берлине через 4 года. Мы почти 4 года в этой войне, а Россия даже близко не подошла к Киеву. И не подойдет. В то же время Лондон заявляет, Россия владеет 20% территории Украины, и Зеленский пошел на уступки, а также готов отказаться от территорий де-факто. Признание прозвучало во время интервью экс-главы британской Ми-6. Ричард Мур говорит, что опирается на данные разведки, к которым он имел доступ всего несколько недель назад. Давайте послушаем его прогноз. При этом он считает, что российская сторона к сделке не готова. Я не думаю, что при нынешних условиях Путин готов к сделке. Я говорю это, опираясь на данные разведки, к которым я имел доступ еще несколько недель назад. Поэтому, по-моему, он должен оказаться под гораздо более высоким давлением, чтобы быть готовым к соглашению. Президент Украины явно готов к переговорам. Он, преследуя мир, готов де-факто отдать до 20% своей страны. А Путин – нет. Напомню, что Зеленский говорил о том, что Украина де-юре никогда не признает украинские территории, которые находятся под контролем России, российскими. Однако Зеленский требует переговоров. Накануне он вновь об этом заявил. Как известно, он улетел из страны, визиты в Грецию, далее Франция и Испания. На Банковой уверяют, что ждут сдвигов в переговорах с Россией. Мы работаем над тем, чтобы начался еще один раунд переговоров, чтобы все-таки появилась перспектива завершения этой войны. Также рассчитываем на возобновление обменов. Сейчас проводится много встреч, переговоров и звонков ради этого. Россия при этом открыта к переговорам, а Киев говорить не хочет. Об этом заявляет Кремль. Москва уверяет, что украинские власти не дали ответов на поставленные вопросы. По словам Пескова, вести переговорный процесс в одиночку не представляется возможным. Друзья, каждая из сторон, как мы слышим, говорит о готовности к переговорам. Их требует Зеленский, от них, по заявлениям Кремля, не отказывается Россия, но за столом переговоров пусто. Как вы воспринимаете данную ситуацию? Интересен ваш взгляд. Что должно произойти? Что должны сделать стороны? Россия, к которой у Украины есть требования, и Украина, к которой у России тоже есть требования. Многие из вас неоднократно оставляли комментарии о том, что любые войны заканчиваются переговорами. Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения также под этим видео. А я продолжаю. Зеленскому брошен вызов. Новый президент Польши хочет больше благодарности, и об этом говорит уже не впервые. Заявления Кароля Навроцкого разлетаются в информпространстве. Он зовет Зеленского в Варшаву, чтобы тот и с украинцами мог увидеться, и поляков поблагодарить. Прежде всего, я приглашаю президента Владимира Зеленского в Польшу. Думаю, это будет отличная возможность посетить миллион украинцев в Польше и встретиться с ними.
а также поблагодарить за огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине с 2022 года. Наши отношения должны быть симметричными, поэтому я рассчитываю, что президент Зеленский, после всего хорошего, что поляки и Польша сделали для украинцев и Украины, готов также прислушаться к нашему голосу. Напомню, еще в августе 2023 года в канцелярии уже бывшего президента Дуды также звучали недовольные голоса. Тогда во время обсуждений блокировки польской стороной транзита украинского зерна Украину призывали начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Киева. Зеленский тогда выступил со словами благодарности. Президент пошел на условия и готов к отказу от территории в пользу США. Однако что-то пошло не так, и угроза все ближе. Ударная группа американского авианосца вошла в Карибское море, а это означает, что к берегам Венесуэлы прибывает еще 4000 военных США, помимо уже размещенных 10 тысяч. На авианосце базируется около 75 самолетов, об этом сообщает ВМС США. Вооруженные силы США размещены в Карибском регионе в поддержку миссии Южного командования, проводимых Министерством войны операций и приоритетов президента по пресечению незаконного оборота наркотиков и защите Родины. Несмотря на эти заявления флота, западная пресса пишет, что до сих пор нет ясного объяснения, ради чего все это делается. Заявления разных представителей Белого дома противоречат друг другу. Одни говорят о борьбе с наркотрафиком, другие намекают на более широкий стратегический замысел. Но ни одна версия не объясняет столь массивную переброску сил. Особенно странным все выглядит на фоне того, что Мадуро предлагал Вашингтону беспрецедентную сделку. По данным The New York Times, он был готов фактически открыть США доступ к гигантским венесуэльским нефтяным запасам, крупнейшим в мире, то есть сдать часть своих территорий под разработку. Однако переговоры внезапно были остановлены самим Белым домом. В частных беседах Трамп говорил помощникам о нефтяных запасах Венесуэлы, оцененных в 300 миллиардов баррелей, крупнейших в мире. Мадуро предложил США сделку, фактически дававшую доступ к большей части этих запасов без военных действий. Но Трамп прекратил переговоры. В пятницу высокопоставленный представитель администрации заявил анонимно, что переговоры не полностью мертвы, а размещение авианосца – это способ усилить давление на Мадуро. О языке котов заговорили во Львове. Целая дискуссия возникла после статьи известного публициста и краеведа Илько Лемко, который обратил внимание на львовский трамвай. Реклама корма для котов, размещенная на транспорте, гласит: «Первое слово моего кота – мяу», или же на украинском «Перше слово мого кота – мяу». Краевед возмутился русскому мяу, ведь, по его мнению, украинские коты никогда не говорят мяу, они говорят няу. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, которым надо еще дорасти и набрать соответствующий IQ. Ведь отказаться от привычного, родного, понятного котового мяу в пользу непонятного, чудаковатого, экзотического украинского няв – немалая тяжелая интеллектуальная работа. Языковой вопрос, поднятый публицистом из Львова, охотно решили поддержать в российском МИДе. Мария Захарова, как утверждают российские СМИ, прокомментировала, далее цитата, «приступ кошачьей русофобии». Пусть успокоит украинского публициста, сказав, что данное контрактное МЯО – это транскрипция английского «МИОФ». На последние 2 недели осени такого объяснения должно Ильке хватить, а зимой его отпустит. А в Германии другой скандал из-за циничного аукциона. Немецкий аукционный дом Фельдсман выставил лоты, среди которых оказались более 600 документов и предметов, связанных с Холокостом. Некоторые вещи принадлежали жертвам нацистских концлагерей, а другие их палачам. Это личные вещи, письма и прочее. Отменить аукцион потребовала Польша. Память о жертвах Холокоста не является товаром и не может быть предметом коммерческой торговли. Польская дипломатия призывает к возвращению артефактов в музей Освенцима. Тем временем в Израиле делают все возможное, чтобы восстановить имена всех жертв Холокоста. Задействовали даже искусственный интеллект. Благодаря современным технологиям и долгой кропотливой работе поисковиков израильский музей Яд Вашем установил имена 5 миллионов евреев, убитых во времена Второй мировой войны. Сведения о погибших хранятся в черных папках в зале имен. Программу на базе искусственного интеллекта, которая помогает анализировать огромные архивы документов и идентифицировать людей, музей начал использовать с прошлого года. Современные технологии очень хорошо справляются с так называемым распознаванием деталей. К деталям относятся имена, фамилии, даты, названия мест, различные категории, профессии и так далее. Но для зала имен, чтобы документировать и увековечивать память жертв Холокоста, нам необходимо извлечь эти предметы, эти фрагменты информации, эти детали и объединить их и правильно связать. Так что это сложнее. Это все еще в разработке.
В мире растет число людей, которые предпочитают одиночество. О негативной тенденции пишет The Economist. По данным издания, среди американцев от 25 до 34 лет доля тех, кто живет без второй половинки, за 5 десятилетий удвоилась. Сегодня в мире как минимум на 100 миллионов больше одиноких людей, чем в 2017 году. Многие одинокие, говорится в материале, утверждают, что довольны своим положением, особенно женщины. Некоторые считают, что виной всему социальные сети и приложения для знакомств, когда ожидания не совпадают с реальностью. При этом 7% молодых одиноких людей заявляют, что рассмотрели бы роман с искусственным интеллектом, и такие любовные боты будут становиться все более совершенными, пишет издание. Возможно, самым важным фактором является то, что с упрощением жизни в одиночку стандарты женщин стали выше. Для многих посредственный партнер больше не кажется лучшим выбором, чем одиночество. Женщины чаще, чем мужчины, хотят, чтобы партнер был образованным и финансово обеспеченным. Все больше мужчин не соответствуют этим требованиям, поскольку отстают в образовании и теряют конкурентоспособность на рынке труда. Друзья, что ближе вам, одиночество или же жизнь с партнером? Зная, что среди зрителей много людей старшего возраста, каков ваш вывод и ваш опыт? Оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.